Добрый день, дорогие друзья! У нас октябрь, начинается сезон простуд. И у меня младшему ребеночку 2 годика, он простыл, кашляет. И я сегодня хочу вам показать, как сделать лекарство, назначенное врачом. Это однозначно. Сиропы, там, если сильно заболел, тогда антибиотики. А я хочу как бы второстепенное лечение вам показать. Мы сделаем такой горчично-медовый компресс. Будем делать горчично-медовую лепешку на грудку, только не близко к сердцу. И приклеивать лейкопластырем, наносить вот такой. Можно взять бинт, можно взять марлю. Но у меня вот старые ползунки, я вырезала как бы двойную. И на грудку мы затем приклеим лейкопластырем и на 2 часа, когда ребенок спит. Что нам потребуется? Я вот налила в мисочку столовую ложку, или это десертная ложка масло растительное, обыкновенное растительное масло, какое у вас дома есть. Значит, сюда же мы будем добавлять столовую ложку меда. Сухую только возьмем столовую ложку. Вот у меня натуральный мед, мы всегда покупаем мед. У меня дома мед всегда есть. Мы перед началом сезона покупаем по уже проверенных людей по 2 трехлитровые банки на всю зиму. Это год, если честно сказать, мед прошлогодний. Видите, какой он еще? А в этом году вот какой мед. Видите, это мед на травах. Вообще суперский. Видите? Как сироп. А этот вот год простоял, ничего не засахарился. Вот. Так что если что-то делаю, у меня всегда дома 2 трехлитровые банки меда есть. То есть к растительному маслу мы добавили столовую ложку меда. Теперь мы будем добавлять десертную ложку горчицы. Можно взять столовую ложку сухой. Но если вы берете сухую горчицу, немножко, наверное, чайную ложечку добавить уксуса. Но уже в покупной горчице в состав уксус есть. Поэтому вот если вы посмотрите, то спиртовой 9% уксус для пищевых целей спиртовой. То есть в готовую горчицу уже уксус входит. Здесь уксус растительный, здесь горчичный порошок, уксус, сахар, соль, масло подсолнечное. То есть десертная ложка готовой горчицы. Если вы берете сухую горчицу, тогда вам нужно добавить чайную ложечку уксуса и все. Масло растительное мы добавили. И добавим сюда 2 муки. Мы такие будем делать, пока добавим одну, будем с вами делать такую лепешечку. Достаточно 1 столовая ложка. Сейчас немножечко добавим масла. Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть, вот видите, несколько капелек. Так. Все. Вот такая лепешечка у нас получилась. Как тесто, видите, да? Сейчас я руку смажу растительным маслом и будем наносить вот сюда лепешечку нашу. Так,
Подстыл у меня младший ребенок, сынок мой, ему 2 годика. Такую вот лепешечку мы сделаем. Так, вот видите? И нанесем, сейчас я это уберу. И нанесем на грудку и положим спать. Вот видите, такая у нас лепешечка, она хорошо держится. Именно на ткани, возьмите на ткани, на марле и на бинт, оно будет тонко. Возьмите ткань, я, видите, взяла, сложила в 2 и лейкопластырем на грудку, только не где область сердца. Вот такую лепешку сделали. Это от сильного кашля приклеиваем на грудку и спать. Можно на ночь, можно днем. Я буду ложить его спать днем и ему такую лепешку приклею. На этом все. До новых встреч. Пока-пока. Еще хочу обязательно дополнить. Вот если вы вот так приклеили, целлофаном не прикрепляйте. Лейкопластырем приклеили, можете взять наверх еще кусочек ткани. Только не не целлофаном. Приклеили, еще можно взять шерстяной платочек, укутать, только не целлофаном. Он будет потеть, ребенок, маечку потом поменяете, но все эти мокроты, которые собрались, оно оттянет. Обязательно хотела вам сказать, только не целлофаном. Лучше наверх тряпочкой и махеровый платок, может шерстяной, у кого есть, укутайте и положите спать. Ну теперь уже точно, до новых встреч, пока-пока, не болейте. А если заболели, побыстрее выздоравливайте. Вот я сейчас приклею, когда буду ложить спать. Потом у меня вот такой есть махеровый шарф. Я вязала себе, укутаю махеровым шарфом, может платок шерстяной, у кого есть, и буду ложить спать.